Всем привет, ребят, с вами Алекс. Сегодня я расскажу вам о том, как собрать идеальный ПК для перепродажи. Именно для перепродажи. Если вы соберете себе ПК по такому уроку, вы вероятно будете разочарованы. Самое главное на рынке это стереотипы. То есть при сборке компьютера на перепродажу мы будем опираться на стереотипы. Стереотип это заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо. У очень огромного числа людей в приоритете будет ставить первый комп с i5 вместо второго с i3. В принципе это логично, но не всегда i5 будет мощнее i3. Смотрите сами. Берем i3 9100F и i5 2300. В принципе это и так понятно, но все же. В такой ситуации мы должны смотреть не на мощность, а на название. То есть, если вы найдете i7 2600 за 4000, этот комп оторвут у вас с руками. Но для этого тоже нужны свои моменты. Я люблю 1155 сокет, так как он лучше всего подходит для перепродажи. Поэтому лично я предпочитаю i5 второго или третьего поколения. Они дешевые, их можно найти и достаточно мощные, чтобы не оттолкнуть покупателя при покупке. Из этих двух лучше брать третье поколение, так как вам не придется тратиться на более крутой кулер. И также у третьего поколения вероятно больше частота. Из i7 на 1155 сокете можно брать также второе и третье поколение, тем более сейчас на них цена очень снижена. Я беру процессор на Алике, поскольку найти мертвый процессор это как найти живую GTX 580. Но перед заказом лучше промониторить Авито, вдруг найдется вариант дешевле, чем на Алике. Тем более вам не придется ждать процессор. В перепродаже также есть очень важный момент. Не связывайтесь с AMD. Перепродать комп на AMD невозможно. Опять же, это из-за стереотипов покупателей. Ксионы, само собой, тоже никто не возьмет. Видеокарты. В принципе, это не играет большой роли. Просто чем новее поколение и чем больше гигов, тем лучше. Ниже GTX 750 Ti 2 гигабайта брать не советую. Но если вы найдете GTX 745 на 4 гига, то это будет очень даже крутая уловка. Это, конечно, будет издевательство, но 4 гига также добавляет цену компу. Материнская плата. Тут вообще без разницы. Самую дешевую на 1155 сокете из рабочих в продаже. Очень хорошо будет, если вы найдете 4-слотовую мать за цену обычной. Таким образом вы сможете сэкономить на оперативке. Кулер. Это самое дешевое, что мы будем покупать, хотя в некоторых случаях корпус дешевле. Мы должны для начала узнать тепловыделение процессора и купить кулер, предназначенный примерно под такое тепловыделение. Стоить он будет в большинстве случаев до 300 рублей. Блок питания можно выбрать любой, но я бы порекомендовал брать FSP на 400-500 Вт. Они стоят в пределах 500 рублей, их все любят и они надежные. Самое главное, не прострите с доп-питанием видеокарты, так как на большинстве БП за такую цену нет таких разъемов, и вам придется покупать переходники, но лучше запастись заранее и заказать их дешево на Алике. Жесткий диск также не играет никакой роли, лучше брать 320 гигов, средняя цена на них 400 рублей. И самое главное, это корпус. От внешнего вида зависит абсолютно все. Вы должны найти достаточно красивый корпус и купить все необходимые баллончики с краской, светодиодную ленту, а также светящиеся кулеры, желательно на 120-ки. На корпус уйдет до 1500, но это будет того стоить. Если вы найдете дешевый корпус с прозрачным стеклом, это будет счастье. Вы также можете купить новый корпус со стеклом. Есть компания, которая производит такие корпуса ценой до 1500. Вам останется только купить светодиодную ленту нужного цвета. Подключить ее можно, отрезав штекер флоппи и припаяв туда светодиодную ленту. В принципе, тут безграничное количество идей. Теперь у вас есть компьютер, но как же его преподнести? Я предпочитаю выкладывать объявления на Авито, так как это самая популярная барахолка в России. Составляю объявление я так. Вначале пишем игровой ПК или игровой компьютер, далее пишем процессор, у меня это i5, самое главное не указывать модель. Потом пишем вашу видеокарту, и если у вас более 6 гигабайт оперативной памяти, пишем и ее. Как вы видите, я не написал модель процессора, написал только i5, сколько ядер и частота. Это не обман, вы просто не договариваете. Если вы напишете модель в такой сборке, человек может загуглить его цену, и вы ничего не получите. Если в вашем компе стоит жесткий диск именитая компания, то вы можете спокойно писать, к примеру, название 1 терабайт. Также с блоком питания. Не стоит писать название компании, если у вас какой-то ноунеймный БП или жесткий диск.
Обманывать на производительность не стоит. Просто скачайте GTA 5, и если он тянет на средних в 60 FPS, так и скажите. GTA 5 тянет на средних в 60 FPS, можно будет проверить на месте. Теперь касаемо цены. Как же сделал я? Я выставил показ на 19 тысяч, подождал одну неделю и снизил цену до 16 тысяч и написал, что такая цена на 2 дня. Комп собрали на следующий день. При разговоре я опирался на срочность. Если вас попросят торг, говорите, что посмотрим на месте, а далее говорите, что я продаю срочно и тому подобное. Помните, что сделка прошла хорошо, если покупатель думает, что обманул вас, ухватив пока по такой горячей цене, и когда вы знаете, что продали комп дороже рынка. Все останутся довольными. Очень важным аспектом является фото компа. Сейчас разберем, какие фото нам нужны. Для начала нужно запомнить, что ставить фото внутрянки на обложку — это очень плохая идея. Покупатели подумают, что это какой-то Франкенштейн, и не будут даже на это смотреть. Фото должно быть нормального качества. Если у вас будет такое, это будет очень плохо. Комп должен быть хорошо виден, а не стоять на фото с диваном. Всегда фоткайте в комп включенным. Это не настолько важно, но все же некоторые обращают на это внимание. Чем меньше объектов на фото, кроме компа, тем лучше. Протрите комп от пыли, прежде чем сфоткать. Покупатель может пройти на другое объявление, просто посмотрев ваше фото. Не фоткайте отдельно монитор или характеристики с монитора, это все будет указано в объявлении. Также хочу сказать, что обычно хватает всего 2 фотографии, лицевая часть и внутренности. Лучше немного подправить дефекты в фотошопе. Если при осмотре покупатель будет возмущаться, просто скажите, что на вашем фото это незаметно. Также не советую делать заметным фотошоп. Если покупатель это заметит, сразу пролистнет объявление. Ну и из очевидного, стоит прочистить комп перед продажей. Надеюсь, это понятно зачем. Думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой второй канал. Думаю, в скором времени там будут выходить ролики. А также подпишитесь на этот канал. Каждый раз, когда кто-то подписывается, я улыбаюсь. Оцените это видео внизу под роликом. Ставьте лайк или дизлайк. С вами был Алекс. Всем до скорых встреч. Всем пока. Стой. Посмотри 2 прошлых видео, где я с помощью этого видеоурока перепродал ПК.